Девчонки, всем привет! Я сегодня наконец-то села снимать собиралку. Надеюсь, у меня все получится. Давайте, наверное, начинать краситься. На мне вообще нет косметики. Заранее прошу прощения за свечку, если она будет вас отвлекать. Она сумасшедшая. Я ее подрезаю, что я с ней только не делаю. Все равно она жутко коптит. Видимо, от кондиционера ее еще сдувает. В общем, хотела создать антураж, в итоге там, дай бог, если пожар не начнется. Давайте начинать краситься. Сейчас придвинемся. Часть продуктов в этом макияже у меня будет совсем новенькая. Сегодня я хочу сделать такой очень яркий и в то же время свежий летний макияж. Я не знаю, что из этого получится, потому что часть продуктов я еще не пробовала совсем и боюсь, естественно, что что-то пойдет не так. Ну, давайте начинать. Так, с масла для губ. Новенькое у меня масло от Golden Rose. Это у меня аромат Cherry. Оно тинтующее. Надеюсь, что не сильно тинтующее. Люблю я такие продукты использовать перед началом макияжа. Нравится мне ощущение. Именно поэтому я еще люблю праймеры для лица, праймеры для губ. Какой-то, знаете, ритуальчик перед началом уже процесса покраса, так сказать. Приятное масло. Оно не сладкое, у него вообще нет вкуса. Очень приятное, тонко легло, нет ощущения жирности. Дает тинт. Но, вы знаете, раньше я не любила тинтующие продукты, но, видимо, с возрастом стал сходить немножко пигмент свой с губ. И теперь, в принципе, мне нравятся такие продукты. Сейчас я все продолжаю краситься своим Инафом 8 пептидов. Его осталось совсем чуть-чуть, но я вообще рассчитывала закончить его за этот месяц. Но сейчас понимаю, что это маловероятно, потому что, конечно, уже очень жарко. И от того, что очень жарко, ну, совсем не хочется пользоваться тональной основой. Только вот, может быть, для видео. Даже вечером уже мне это напряжно. Это немножко обидно, потому что я как раз хотела эту тональную основу закончить перед началом сезона, но немножко не успела. Вообще не люблю тональниками пользоваться летом. Стараюсь этого избегать. Несмотря на то, что это тональное средство ложится тоненько, все равно в жару, мне кажется, любой тональник это какая-то пытка для моей кожи. Сейчас мне уже нужно 2 нажатия, и мне их хватает за глаза. Еще зимой я намного больше его наносила. В общем, жалко, если не успеет закончиться. Следующий у меня продукт — это консилер от Rare Beauty. На самом деле он мне нравится. Я бы себе, наверное, повторила его. Ну, наверное, на распродаже. Я этот брала на распродаже, потому что так он дороговат. Но, с другой стороны, он очень экономичный и очень пигментированный. И, в принципе, он очень медленно расходуется. Я его открыла в январе. И вот, смотрите, да, июнь месяц, а он все еще в строю. Можно видеть, что у меня уже становится светловатый такой оттенок. Поэтому сейчас мы будем бронзироваться по полной. Но сначала, естественно, матирующая пудра. Матирующая пудра у меня сейчас The Sign Perfect Pore. Это очень старый запуск. Ну, это продукт, который работает. Вы знаете, мне кажется, это как пудра от Make Up Forever. Это просто что-то такое, типа рабочей лошадки.
Мне она нравится, мне устраивает, как сидит данный продукт на лице. Вот, она прям наглухо заматировала. Я такое не люблю, но я просто знаю, что через час это все превратится в натуральное сияние. Мой многострадальный скульптор от Лавелли. Подумываю я все-таки прислушаться, девчонки, к вашим комментариям и перепрессовать этот продукт, потому что, ну, уже полгода прошло его использования, и, честно говоря, демотивирует вообще не видеть результата. Я была уверена, что я хотя бы один скульптор выведу из своей коллекции за этот год. У меня сегодня на тесте новинка. Это желаемая мной в прошлом году лимитка от Fenty. Очень красивое оформление. Вот такой вот рефил. Я его уже тут потрогала. Если честно, я боюсь немножко его наносить, потому что он очень пигментированный. И от него можно все чего угодно ждать. У меня еще такая кисточка маленькая, наверное, сильно. Ну, сейчас попробуем. Это, конечно, что-то очень сияющее. Вот сюда я зря его завела. Но вообще легкими такими размашистыми движениями получается очень красиво. Он подсвечивает кожу легкими движениями и поставила сюда пятно. Естественно. Боюсь в итоге переборщить. Это что-то очень сияющее. Если, девчонки, вам не нравится в этой области чрезмерное сияние или эта область очень текстурная, конечно, такие продукты, их стоит избегать. Но мне нравится продукт. Да, это то, что надо на лето. Единственное, что я бы, конечно, уже не пользовалась тональником. Ну и что в итоге я себе наделала? Переборщила, да? Я сейчас сделаю румяна, хайлайтер и подтушую все это вместе, чтобы так ярко не смотрелось. Ну, пока вы, конечно, можете видеть у меня тут текстуру. Ну, я вообще, знаете, если это не какие-то рытвины от постакне, я к структуре, к лица отношусь очень лояльно. Ну, мы же все живые люди. Остальные продукты для лица у меня очень такие солнечные, прям очень летние. Это вот такая палетка от Lime Crime. И здесь оттенки. Угу. Они очень яркие, очень пигментированные. Это двое румян. И сейчас нам надо что-то из этого выбрать. Вы знаете, сейчас я тут накрашусь как клоун, но я хочу попробовать вот эти румяна. Я их очень редко использую, очень редко. По понятным причинам они слишком яркие. Вот такую возьму небольшую кисточку, чтобы, если что, не перебарщивать.
Очень, конечно, ярко. Хайлайтера у меня на сегодня два. Во-первых, из той же палетки Lime Crime вот этот хайлайтер, он такого рядового оттенка, но он очень красивый, он очень яркий. И второй хайлайтер это мой Jeffree Star в оттенке Nefri, и он вот такой вот лавандовый. И я хочу их смешать. Сначала я буду использовать Lime Crime, а потом я сделаю макияж глаз, посмотрю, если у меня там будут достаточно много розовых акцентов на глазах, то я добавлю еще розовый хайлайтер, немножко как топпер для вот этого, чтобы, ну так, объединить макияж, скажем так. Он очень яркий. Вот эта палетка от Lime Crime, она очень-очень пигментированная. Она создает, мне нравится на лице, при вот умелом таком обращении, вот такой вот эффект какого-то загорелого лица, разжарившегося на солнышке. Мне очень нравились образы девчонок, когда вышла эта коллекция Sunkissed от Lime Crime. Тогда еще Lime Crime были на плаву, это был год 19 или 18, я с удовольствием взяла эту палетку, как сейчас помню, брала на Wildberries, но очень редко ей пользуюсь. Вот пусть лицо выглядит вот так в итоге. Переходим к бровям. Брови я делаю однушечкой своей многострадальной от Лавелли. Прекрасно она для этого пригождается. Вообще я поняла, что тени для бровей меня как продукт устраивают абсолютно, потому что они долгоиграющие, их надолго хватает. Купил один раз себе подходящий оттенок и не паришься. Я стараюсь исправить асимметрию лица, когда делаю брови. Но так как у меня живая мимика, не факт, что получается на самом деле. То есть брови у меня постоянно, с одной стороны, в каком-то полуприподнятом состоянии. Ну вот вроде ровно. И теперь гель. У меня это Тони Моррис гель, в который я добавила помаду, чтобы он подходил к моему цвету волос. И вы знаете, вот что с ним стало. Он стал ужасного оттенка. Видимо, помада там внутри окислилась. Выглядит это очень все непрезентабельно. Но, тем не менее, на свойства геля это никак не повлияло. И я продолжаю им пользоваться. Хотя видочек уже не из приятных. Это, конечно, не совсем тот эффект, на который я рассчитывала. Я бы хотела более яркого рыжего оттенка бровей. Причем мне предлагали в комментариях покрасить брови. Я не хочу. Мне не всегда хочется, чтобы они были рыжие. Только когда я делаю какие-то яркие макияжи. Поэтому пока идею с окрашиванием я отбросила. Как обычно, наношу базу. У нас сегодня с вами будет такой, ну как в моей голове представляется мне, такой оранжево-розовый, персиковый, летний, легкий, блестящий макияж с пастельными стрелками. Ну как-то так. Что из этого выйдет, не знаю. Надеюсь, все получится. Значит, я брала на неделю вот такую палетку от Rude. И она, конечно, безумно яркая. Я планирую для построения формы использовать вот этот вот оттенок. Это такой разбеленный оранжевый цвет. Яркие цвета я не очень люблю, на своей внешности именно.
Но вот такие разбеленные пастельные мне очень нравятся. Я надеюсь, он все-таки не будет слишком ярким, потому что я такое не люблю. Ну да, он и не яркий. Обычно, если люди покупают палетку с названием неон, они все-таки ждут на глазах неоновых оттенков. Но, как мы видим, врут, матовые, не неоновые. Но в моей ситуации это не недостаток. Я возьму вот такую вот кисточку бочонок и поднабью цвет в складочку. И я, наверное, больше не буду использовать никакие матовые оттенки. Если в конце макияжа глаз мне покажется, что этого оттенка недостаточно, я допускаю это, я добавлю еще цвет. Но пока не уверена. Вообще, я думала, что этот оттенок будет более оранжевым, что в нем будет больше красного, а в нем больше желтого. Нет, мне не нравится. Мне хочется, чтобы с щеками было гармонично. Надо еще какой-то цвет добавить. Ой, может вот этот? Давайте чуть-чуть попробуем. Да, это больше похоже на то, что я хотела. Это тоже цвет, он раскрывается не как красный, он раскрывается как оранжевый. И это именно тот подтон оранжевого, который я и планировала сегодня на себе увидеть. По этой палетке можно сделать вывод, что я помню, пробовала еще из нее розовые оттенки и фиолетовые. Это не неоны, это скорее вот пастель такая нежная с блестяшками. То есть какой-то сильной яркости от них ждать не стоит, и, ну, соответственно. Но с другой стороны, вы обратите внимание, насколько просто тушуются тени. Вообще без всяких усилий. За это я и люблю Rude. Палеточки все у них такие. Не капризные абсолютно. Я вот вам наговорила, но у меня такое ощущение, что матовые как будто слетают немножко. Может, мне кажется? Их как будто хочется постоянно поднабить до интенсивности. Так, форма готова. И я не хочу делать сильно монотонный макияж. Я планировала сделать что-то розово-оранжевое, поэтому я буду брать вот эту самую красивую блестяшку в этой палетке. Единственное, что хочу попробовать нанести ее на крем для глиттера от NYX. Мне посоветовали
нанести этот клей в очень-очень маленьком количестве, тонким-тонким слоем. Сейчас буду проверять. Это вообще нормально, что я сначала нанесла базу Urban Decay, а потом леплю сверху еще клей для глиттера от NYX. Он ощущается на глазу. Я его ощущаю. Давайте попробуем эту блестяшку красивущую. Она вот такая вот. Очень красивая. Нанести сначала кисточкой. Той же стороной, что и гель я. Набираю. Я даже просто не вижу смысла мучиться, чтобы наносить. Там переходим к пальчику. Красиво. Надо что-то взять в уголочек глаза. Наверное, нанесу вот этот хайлайтер. Теперь осталось проработать слизистую, ресничную линию и нарисовать стрелочки. Беру свой новый карандашик от Essence. У меня оттенок 38. Очень красивый цвет. Такой вот. Его я буду добавлять в слизистую. А черным проработаю ресничную линию, потому что, ну, все-таки пастельный макияж, чтобы ресницы не потерялись, надо их обозначить. Пришло время аквалайнеров. Я планирую использовать два оттенка, розовый и оранжевый. Я не уверена, насколько это будет хорошо видно на глазу, поэтому я заранее извиняюсь, потому что оттенки тут получаются пастельные. Еще мне написали в комментариях, что они могут вызвать реакцию, поэтому мы сейчас посмотрим. Сейчас я на камеру, наверное, ускоренно запишу процесс, как я все это делаю. И посмотрим, какая стрелка получается, потому что, ну, тут надо быть аккуратнее. Ну и вот, что у меня получилось с аквалайнерами. И что я хочу сказать, это, конечно, спорная штука, потому что при наслоении, для того, чтобы получился плотный слой, у них такая текстура появляется, знаете, как кракелюра немножко, они немножко подтрескиваются. А при тонком нанесении они недостаточно пигментированные. А еще я думала, что цвета будут еще более светлые, но в процессе застывания, в процессе высыхания они темнеют. Тем не менее, вот такие яркие стрелки получились. И если близко не рассматривать, то и не видно особо косяков. Конечно, обычные подводки в применении намного проще, но они чисто в хранении мне намного менее удобные, потому что они сохнут, они портятся. Я не визажист, такие стрелки я делаю, я не знаю, раз в пятилетку. Поэтому, ну, в принципе, наверное, для меня имеет смысл такая палетка. Если у меня не будет реакции, это можно еще, наверное, будет и на детках использовать. Они у меня аквагрим любят, я им очень часто рисую, что-то такое. Пока я ничего на глазах не ощущаю, никакой реакции у меня нет, поэтому, ну, в принципе, вот тут можно было бы и поаккуратнее. Ну, ладно. Уже ладно. Нанесу тушь. У меня это Maybelline. Вообще какая-то стандартная тушь их. Называется Over the Top.
вот с такой кисточкой. Нравится мне, что эта кисточка вот в этом месте хорошо подхватывает ресницы с внешнего уголка глаза. И вот так выглядит макияж глаз. В принципе, мне нравится. Единственное, что, конечно, подводка. Ну, вот тут я какие-то сосисы нарисовала. Можно было, особенно вот здесь. Но тут я, видимо, уже устала мучиться. И с непривычки. Но вообще можно было и поаккуратнее нарисовать. Ну, ладно, это такой пробный вариант. И все-таки, если наслаивать эту штуку, то она начинает трескаться. С этим надо быть аккуратнее. Что я хочу сделать? Я хочу немножко добавить все-таки хайлайтера от Джеффри. Прямо на пик вот сюда. Да, вот так. Не знаю, добавлять ли румяна. Они такие достаточно активные, придадут какого-то такого акцента яркому летнему образу. Давайте добавим. Чё ж, давайте добавим. Буквально немножко. Вообще не ожидала я, что этот оттенок румян мне так понравится. Я думаю, что чем более загорелое лицо, тем круче этот оттенок будет смотреться. Знаю, давайте еще и Фенти наслоим. Я вижу, что достаточно, девчонки, но я просто хочу, чтобы именно на камере макияж такой смотрелся очень такой насыщенный. Ну, как сказать, не знаю. Не знаю, как объяснить. Очень насыщенный и очень такой солнечный. Остались у меня губы, и на губах я сегодня планирую носить MAC. Это новый их бальзам. У меня это оттенок 12, Heat Sensor. Я его совсем немножко выкручиваю, потому что это очень мягкая, очень тающая текстура, которая очень обильно наносится на губы. И если вы обратите внимание, вообще, что выпускается для губ в этом году, то очень много выпускается блесков, бальзамов, которые такую гладь на губах создают. И вот эта вот штука от MAC, судя по обзорам, которые я смотрела, она должна быть просто бомбическая. Я не хочу использовать карандаш для губ. Я хочу максимально такой какой-то расслабленный в этом плане образ, максимально голый, что ли, потому что у меня и так все очень ярко. Смотрите, какая тающая текстура. Его прямо сильно выкручивать вообще не стоит. Ну и вот, девчонки, какой образ у меня сегодня получился. Мне нравится эффект. Я думаю, что когда лицо будет загорелое, будет смотреться гармоничнее. Мне очень нравится вот именно сочетание розового, оранжевого, такого какого-то всего блестящего. Очень интересно. Очень яркий макияж глаз, но мне с таким комфортно. Я вижу, что я сделала очень активные скулы, но это больше для видео, для фото. Получается, что мы пробовали из того, что я еще не показывала. Во-первых, палетка от Rude Rolling 20s, это нюанс версия, и это палетка с нюансами. Надо понимать, что матовые здесь не неоновые, они тушуются в такую полупастель, они не яркие. Из-за этого их очень легко тушевать. Единственное, что у меня сложилось ощущение, что все-таки они немножко слетали с века, хотя вообще-то я использовала базу Urban Decay. Поэтому, ну вот как-то не знаю. Блестяшки здесь достаточно стандартные. Они очень красивые, но, во-первых, если обратите внимание, они почти все розовые. И самый красивый здесь, конечно, оттенок это вот этот. Я брала эту палетку
по-моему, за 1400 рублей. Если бы я сейчас увидела ее на Wildberries дороже 2000 рублей, я бы, наверное, брать не стала. Особенно если вы ждете, что тут будут вот такие цвета, как в рефилах. Нет, они более спокойные и более такие носибельные. Мне хорошо, но, как говорится, мы покупаем то, что видим, а получаем совсем не то. Вот, но работать можно, носить можно, получается красиво. Рут, прекрасное соотношение цена-качество, было 1,5 года назад. Сейчас, мне кажется, слишком дорого. Бронзер от Fenty. Это очень блестящая, очень пигментированная штука. Он безумно красивый, конечно. Упаковка обалденная. Мне нравится, что он блестящий. Кто-то очень категорично относится к блестящим продуктам на щеках. Я вообще не вижу никакой проблемы. У меня, кстати, вот в этой палетке от Lime Crime точно такой же светящийся бронзер. Тоже мега пигментированный, но если легкой кистью наносить, то получается очень красиво. Ну, всем, конечно, свое красиво. Но мне нравится. Неожиданно зашел вот такой вот оттенок арбузный румян. Классно. Это именно для меня исключительно летний, конечно, вариант. Аквалайнеры. Ну, аквалайнеры оказались, конечно, ну, я видела, что я покупала, да, я понимала, что это будет не идеальное что-то на глазах. Видите, они немножко как подтрескиваются. То есть явно это не продержится красиво в течение всего дня. Но что-то такое нарисовать можно. Возможно, мне нужно подпривыкнуть немножко. Возможно, нужно понять, какая должна быть консистенция у средства, потому что еще такой момент, что когда ты добавляешь сюда водичку, очень быстро она сохнет, и очень быстро структура густеет, и вот здесь у меня получилась такая толстая сосиса, именно потому что я уже загустевшим продуктом пыталась что-то дорисовать, мне уже не хотелось там тянуться в стакан и так далее. Вот, и в итоге поплатилась. То есть для человека, который делает пастельные стрелки 3 раза в год, это вообще супер вариант, потому что много цветов, нарисовал, забыл, пошел, и ничего у тебя десятилетиями не стухнет. Вот, но, конечно, подводками делать удобнее. У них и структура стабильнее, и держать, рисовать удобно, кисточка удобнее. В общем, это такой продукт спорный. Продукты для губ. Масло Golden Rose. Бюджетное, приятно, ненавязчиво пахнет. На губах вообще не ощущала запаха, только вот когда открыла и наносила. Без вкуса, не липкая. Хорошо увлажняла. Вот я час болтала, красилась с этими стрелками, замучилась, ничего, никаких нареканий я не обнаружила. И вот этот вот продукт от MAC, это, конечно, круто. Мне нравится. Это такая водяная гладь на губах. Он действительно как будто, ну, смотрится вот, да, как будто, я не знаю, ну, очень красиво. И главное, он не плывет даже без карандаша. Мне нравится. Ну, в общем, такой макияж у меня сегодня получился. Напишите, девчонки, делаете ли вы пастельные макияжи, делаете ли вы цветные стрелки, и вообще, как вам понравился ли такой вариант макияжа, считаете ли вы для себя это носибельным или нет. Я иногда люблю поиграться, особенно летом. Я думаю, что мы с вами в ближайшие месяц-полтора будем делать много каких-то таких летних свежих макияжей. Спасибо вам, девчонки, большое за просмотр. Всем отличного дня, прекрасного настроения, всем вам чудесных летних макияжей. Всем пока-пока!